Приветствую вас, дорогие и уважаемые друзья! Сегодня мы окунемся с вами в мир древней мудрости и современных отношений и поговорим на одну очень важную и интересную тему как для мужчин, так и для женщин, а именно, какие вещи мужчина не должен терпеть в отношениях с женщиной. И поможет нам в этом философия стоицизма. Стоицизм уже помог бесчисленному множеству людей найти свое предназначение и ориентироваться в жизни. Ведь стоицизм — это не просто философия, а это путь к самопознанию и устойчивости в любых жизненных бурях. Он учит нас ценить самоконтроль, логику и независимость от внешних обстоятельств. Стоики верят, что истинное благополучие человека зависит не от внешних благ, а от его внутреннего состояния. Это учение может принести много пользы в отношениях, особенно когда речь идет о том, какие вещи мужчина не должен в них терпеть. Древние стоики обладали глубоким пониманием человеческих отношений и этики. Они учили, что важно различать естественные инстинкты и правильное поведение, основанное на рациональном суждении. Стоицизм подчеркивал важность самоконтроля, личной дисциплины и независимости от внешних обстоятельств. В контексте отношений стоики считали, что необходимо стремиться к гармонии и уважению, признавая заботы других людей как свои собственные. Это означало, что мужчина не должен терпеть недостаток уважения, неверность или манипуляции, так как эти аспекты противоречат стоическим принципам. Стоики также ценили дружбу и любовь, считая их важными составляющими благополучной жизни, но подчеркивали, что эти отношения должны быть основаны на взаимности. Они учили, что важно практиковать философию в повседневной жизни, применяя теоретические знания на практике. Стоики, как философская школа, не выделяли женщин в отношениях как отдельную категорию. Их учение ориентировалось на общие принципы и добродетели, которые применялись к обоим полам. Вот некоторые аспекты, которые стоики подчеркивали в отношениях. Во-первых, стоики учат нас, что мужчина не должен терпеть недостаток уважения. Уважение является основой любых отношений, и без него невозможно построить здоровую связь. Если партнер не уважает ваше мнение, чувства или личные границы, это может привести к эмоциональному истощению и потере самоуважения. Второй важный аспект — это независимость. Стоицизм учит нас быть самодостаточными и не зависеть от другого человека для собственного счастья. Мужчина не должен терпеть чрезмерную зависимость или контроль со стороны партнера, так как это ограничивает личную свободу и развитие. Третье, что стоит выделить, это честность и открытость. В отношениях необходимо быть искренними и честными друг с другом. Мужчина не должен терпеть обман или манипуляции, так как это подрывает доверие, которое является фундаментом для любых отношений. Кроме того, стоики подчеркивают важность саморазвития и личностного роста. Мужчина не должен терпеть ситуацию, когда отношения препятствуют его личному развитию или карьере. Партнеры должны поддерживать друг друга в стремлении к самосовершенствованию. Наконец, стоики напоминают нам о важности эмоциональной устойчивости. Мужчина не должен терпеть эмоциональные взрывы или нестабильность со стороны партнера. Важно стремиться к гармонии и спокойствию в отношениях, избегая ненужных конфликтов и драмы. Основываясь на принципах уважения и равенства, стоицизм учит нас ценить каждого человека как равного перед лицом природы, признавая, что каждый из нас подчиняется ее законам и имеет свою уникальную судьбу. Это напоминает нам о важности принятия жизни такой, какая она есть, без зависти и негативных суждений. Самосовершенствование является еще одним ключевым аспектом стоицизма. Стремление к добродетели, понимаемой как гармония с природными законами и принятие своей судьбы, ведет к истинному счастью. Стоики верили, что для достижения добродетели необходимо проявлять силу воли
и избегать страстей, которые могут нас отвлекать, таких как страх, печаль, желание и стремление к удовольствиям. В отношении к браку и семье стоицизм подчеркивает важность поддержки и дружбы. Счастье в браке, согласно стоикам, не определяется внешними обстоятельствами, а скорее внутренним состоянием ума и способностью следовать добродетели. Настоящее счастье исходит изнутри и не зависит от материальных благ или социального статуса. В целом, стоицизм выделяет важность уважения, равенства и самосовершенствования в любых отношениях, подчеркивая, что эти принципы универсальны и не зависят от пола или социального положения. Принципы стоицизма могут служить надежным фундаментом для построения крепких и здоровых отношений, основанных на взаимопонимании, поддержке и личностном росте. Эти вечные истины продолжают вдохновлять и направлять людей на протяжении веков, предлагая мудрость, которая остается актуальной и в наше время. По сути, можно выделить основные стоические принципы, которые вам пригодятся в жизни. Первое. Дихотомия контроля. Стоики учат, что мы должны различать вещи, которые находятся под нашим контролем, наши мысли, чувства и действия, и те, которые не подконтрольны, мысли и действия других людей, прошлое и будущее. Второе. Выбор реакции. Важно выбирать, как реагировать на события вне нашего контроля, сохраняя спокойствие и рациональность. Третье. Мудрость и благоразумие. Стоики считали, что мудрость заключается в понимании того, что хорошо, а что плохо, и что действительно важно для душевного спокойствия. В отношениях это означает стремление к глубокому пониманию партнера и умение принимать обдуманные решения. Четвертое. Справедливость. Справедливость для стоиков – это не просто законность, но и честность, доброта и уважение к другим. В отношениях это означает равенство, взаимное уважение и отсутствие манипуляций. Пятое. Самодостаточность. Стоики учили, что важно быть самодостаточным и не зависеть от внешних обстоятельств для счастья. В отношениях это означает, что счастье не должно полностью зависеть от партнера, и каждый должен стремиться к личному развитию. Шестое. Умеренность. Умеренность – это избегание крайностей и поиск баланса во всех аспектах жизни. В отношениях это может означать баланс между личным пространством и временем, проведенным вместе. Эти принципы помогают создавать здоровые и гармоничные отношения, где оба партнера чувствуют себя ценными и уважаемыми. Древние стоики, помимо уже упомянутых принципов, также уделяли внимание следующим аспектам. Логика. Стоики считали логику важной частью философии, которая служит оградой для защиты истины. Они стремились различать истину от заблуждения, используя логику как инструмент для достижения ясности мышления ада. Физика. В контексте стоицизма физика изучала природу и устройство мира. Стоики верили в предопределенность и единство всего сущего, что также отражалось в их отношении к жизни и межличностным взаимоотношениям. Этика. Этика была центральной частью стоической философии, и она рассматривалась как плод, который растет на поле философии. Стоики учили, что добродетель — это единственное благо, и что все внешние обстоятельства — богатство, здоровье, статус — не являются истинными благами. Социальная справедливость. Стоики подчеркивали равенство всех людей перед законом природы и учили, что социальные различия не должны влиять на моральную оценку человека. Самосовершенствование. Стоики верили в необходимость постоянного самосовершенствования и развития добродетелей. Они считали, что каждый человек должен работать над собой, чтобы стать лучше. Эти аспекты стоицизма формировали образ жизни и поведения стоиков, в том числе и в отношениях с другими людьми. Они стремились жить в согласии с природой и рациональным разумом, что, по их мнению, приводило к гармонии и счастью. Например, Марк Аврелий, римский император и философ-стоик,
оставил после себя множество размышлений, которые до сих пор актуальны. В своем труде «Наедине с собой» он подчеркивал важность жизни в настоящем моменте и необходимость принимать вещи такими, какие они есть, без излишних эмоций. Он говорил о том, что счастье человека зависит не от внешних обстоятельств, а от его внутреннего состояния. В контексте отношений Марк Аврелий мог бы подчеркнуть важность самоконтроля, умение сохранять спокойствие перед лицом конфликтов и неприятностей. Он учил, что важно встречать препятствия не как преграды, а как возможности для роста и самосовершенствования. Стоицизм Марка Аврелия также сформировал его правление как императора, где он стремился к миру и стабильности, живя в согласии с природой и принимая неизбежное. Эти уроки стоицизма могут быть применены и в современных отношениях, где важно стремиться к взаимопониманию, поддержке и уважению, сохраняя при этом личную независимость и душевное равновесие. Согласно стоической философии, мужчина должен вести себя в отношениях с женщинами с уважением, честностью и благоразумием. Стоики подчеркивали важность самоконтроля и внутренней свободы, что означает, что мужчина не должен позволять своим страстям или эмоциям управлять его действиями. Вот еще некоторые ключевые аспекты поведения мужчины в отношениях с женщинами с точки зрения стоиков. Уважение к личному пространству и границам. Мужчина должен уважать личные границы женщины и не нарушать их без ее согласия. Честность и открытость. Важно быть искренним в своих намерениях и чувствах, избегая обмана и манипуляций. Взаимоподдержка. Стоики ценили дружбу и поддержку. Поэтому мужчина должен быть поддерживающим партнером, готовым помочь в трудную минуту. Самосовершенствование. Мужчина должен стремиться к личному росту и развитию добродетелей, что также положительно скажется на отношениях. Умеренность. Стоики учили избегать крайностей во всех аспектах жизни, включая отношения, что означает умение найти баланс между личным пространством и временем, проведенным вместе. Эти принципы помогают создавать гармоничные и устойчивые отношения, основанные на взаимном уважении и понимании. В общем, если подвести к общему знаменателю нашу сегодняшнюю тему, то можно выделить несколько основных вещей, которые мужчина не должен терпеть в отношениях. Итак, он не должен мириться с отсутствием уважения к его личным границам и интересам, не должен терпеть неверность или обман, так как они подрывают основу доверия, на которой строятся здоровые отношения. Мужчина не должен соглашаться на манипуляции или эмоциональное шантажирование. Он должен чувствовать себя свободным выражать свои чувства и мысли без страха быть осужденным или неправильно понятым. Отношения, где один партнер постоянно делает уступки, в то время как другой не готов идти на компромиссы, не могут быть счастливыми и гармоничными. Мужчина не должен терпеть отсутствие поддержки в трудные моменты жизни. Взаимопомощь и поддержка – ключевые составляющие любых отношений. Если он чувствует, что его усилия не ценятся и его успехи не вызывают радости у партнера, это может стать серьезной проблемой. Благодарю вас за просмотр. Пусть эти мудрые советы стоиков помогут вам в жизни и направят вас на истинный путь. Если видео оказалось для вас полезным, то дайте как-нибудь об этом знать. Но ставить лайк либо дизлайк данному ролику решать только вам. До новых встреч!